Привет, друзья! Меня зовут Анатолий. Знакомые, которых я стараюсь вовлечь в походы, в рыбалку, молодежь, пишут, звонят, спрашивают, какие у меня снасти. У нас стал первый лед. Достал свой зимний рыболовный ящик и покажу свои жерлицы. Вопрос был по жерлицам у молодежи, какими пользуюсь я. Я не буду умничать, не хочу доставать все жерлицы, которые есть, какие варианты, на ютубе их очень много. Хочу показать, какие у меня есть, и то, что они ловят, эти жерлицы. Проблем никаких нету. Хочу сказать, что есть несколько вариантов жерлиц. Я пользуюсь вот такими на рыбалке жерлицами, вот такими на рыбалке жерлицами. Это все покупные. Сам я не делаю, не вижу смысла. Цена ее там 2,50 или там 3 евро. Вот. Есть вот такой вариант жерлицы. Это не моя жерлица. Это мне не нравится, эта жерлица. Объясню почему. Не покупайте такие жерлицы. Не покупать, не покупать, это ваше дело. Объясню почему. С такой горизонтально расположенной катушкой, как здесь, видите, она расположена. Это плохо. Во-первых, она ставится в лунку до этих пор. Вот здесь ножки, 3 ножки есть, видите, да? И бывает часто на водоеме, когда мы ходим, то там вода, 5-10 сантимов воды на льду может быть. И тогда она получается в лунке, она вся полностью под водой находится. Если ударит морозик, тогда все это дело в лунке прихватывается, примораживается. Это плохо. Потом, если идет снег, дождь, мокрый снег, на эту катушку, когда она вот так расположена, получается сугроб, падает снег, все это дело замерзает. В общем, и когда клюнет щука, тогда эта катушка просто не будет крутиться. Эта жерлица не моя, я ее нашел на озере. Она у меня так валяется в ящике. Она компактная, вот так она складывается, убирается, этот флажок напополам вот так. Вот такая вот она. Теперь покажу минусы, я сказал. Посмотрите, какая разница большая. Посмотрите, как здесь высоко флажок и как здесь низко флажок. Видите разницу? На озере вы увидите издалека, чем выше флажок, тем лучше. Это короткий флажок. И часто, когда он выстреливает, он бывает еще может вот так согнуться или еще. В общем, система я не советую с горизонтальными катушками. Здесь катушки, видите, выше расположены, здесь выше. Если падает снег, лунка защищена. Снег не попадает в лунку, потому что мы лунку накрыли такой крышкой. Это очень хорошо. Флажок виден высоко, от воды высоко. И если сюда нападало сколько-то снега, маленькое какое-то количество снега нападало, когда щука клюнет, катушка провернется, этот снег просто упадет. Вот, так что такие не рекомендую. Теперь, что касается по оснастке, здесь просто, видите, у меня здесь стрелочка есть. Я покажу, потому что она разбирается вот так. Флажок, понятно, вытаскивается. И когда приходишь на рыбалку, катушка крутится в том направлении, в этом направлении. Катушка, видите, крутится, да? Как ставить? И можно поставить вот так вот, можно вот так. Тогда катушка не будет выполнять свои функции. У меня здесь просто я нарисовал стрелочки, чтобы не париться. Стрелочку в какую сторону я загоняю. Ну и здесь понятно. Я прихожу, достаю и по стрелочке ее просто ставлю, чтобы на морозе, когда холодно, не было никаких проблем. Все, я поставил ее по стрелочке, катушка у меня стала правильно крутиться в эту сторону. Это очень важно. Ну и дальше. Теперь, что касается оснастки. Оснастка у меня самая простая. Не буду умничать. Покажу. Это значит поводок 30 сантиметров у меня идет. Тройник. Я ставлю всегда тройники. Идет поводок. Тройник. Поводок. Идет силикон. Стопор силиконовый. Грузило.
3,5-4 грамма и еще один силикон. Все очень просто. Итак, этот силикон первый, он выполняет роль стопора. Он не разбивает здесь узел. Это первое. И второе, для чего он нужен. В зависимости от живца. Если у меня живец тяжелый идет, большой, то я, значит, соответственно, ставлю этот силикон сюда вниз. Опускаю вот силиконовый стопор этот. Опускаю вниз. Грузило у меня здесь находится. И тогда у меня живец ходит на таком расстоянии. Вот. Если мне надо, чтобы живец у меня гулял побольше, тогда я просто поднимаю силиконовый стопор этот наверх. Поднимаю. И вот у меня грузило тоже, соответственно, остановилось здесь. И теперь у меня живец гуляет по большему радиусу. А вот этот верхний стопор, силикон вот этот вот верхний, сейчас покажу. Верхний вот этот силикон, он у меня выполняет функцию, то, что когда я пришел, отмерил глубину, отмотал жерлицу насколько надо, дна коснулась у меня, я установил нужную глубину, и я просто потом беру этот силикон, этот стопор и начинаю его поднимать. Сейчас я все покажу. Я поднимаю на 5 метров, 3, какая глубина есть, на такую глубину я поднимаю. Потом я подматываю. И когда я хожу, я уже знаю, у меня вот эта глубина за счет этого стопора, я доматываю до этого стопора здесь. И я уже знаю, какая, вот я домотал, и теперь я жерлицу могу ставить на лунку. Мне не надо каждый раз, когда я проверил живца, хороший он или дохлый, или какой он там, или была поклевка, снова всю глубину выставлять. Это глубиномер простой, показатель, какая глубина у меня есть. То есть все очень просто. Два стопора, посередине находится грузик и все. Так что, ребята, советую всем делать проще. Какой поводок, еще забыл сказать. Поводок вот такой вот я использую. Вы можете ловить любой, на любой поводок. Вот такой поводок использую. Так он сзади вот выглядит. Стоит он евро 30. Все очень просто и понятно. Значит, здесь показано, что вот находится он из 7 как бы тросиков, из 7 нитей. 2 штуки, 1 евро 30 центов. Разрыв у него 15 килограмм, 30 сантиметров. Сам поводок стальной. Никаких проблем, все нормально. Есть вот такие всякие. Ну, видите, вот эти поводки у деда у какого-то было здесь. Я не стал переделывать, я и практически не ловлю. Вот. Ну, и на такой ловится. Не на такой ловится. Так что меньше, друзья, смотрите всякой чуши, которые там навешивают, там, не пойми, флюорокарбоновый такой поводок. Я хочу сказать, просто привести один пример, наглядный пример. Пришел большой профессионал, был я на озере, вот этот профессионал, у которого невидимые поводки были, и который там над нами смеялся, что мы пришли, я с железным поводком пришел, у него супер жерлицы были, супер снасти и все остальное. И был дед, и у него были жерлицы вот такие вот, со скрипучими катушками, ржавые еще, железные катушки, при царе Горохе, я не знаю еще, это все это было у него сделано. Тройники ржавые стояли, и стоял трос такой, что я не знаю, там, на крокодила просто. И получилось так, что когда мы ловили, дед поймал 4 хороших больших щуки, вот на эти скрипучие, у него когда клюнет, у него и флажок не вставал, там просто эта катушка так скрипела на озере, зимой слышно очень хорошо, что лязг и скрип был, что катушка начинала разматывать. И дед шел просто и вытаскивал. Он поймал 4 рыбы. Я на вот эти свои простые, что надо мной профессионал смеялся, поймал 3 штуки. Но хорошего очень, все размеры были большие.
3 больших хороших щука. И тот самый профессионал, который пришел со своими супер тонкими, супер нужными поводками и жерлицами правильными, как он там утверждал, он поймал одного шнурка. Ну, шнурок мы называем карандаш или шнурок, это маленькая щучка, которую он выпустил. Вот и все. Всем удачи, делайте проще, делайте хорошо.